Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу и покажу, как сделать замену подшипников барабана на стиральной машине Electrolux EWS 1045. Стиральная машина довольно старенькая, и вот с недавнего времени начал гудеть барабан. Необходимо разобраться, как заменить подшипник. Для того, чтобы убедиться, что это виноваты подшипники барабана, необходимо его слегка потрясти, при этом будет слышен характерный стук и люфт. Открываем бак и потрясем барабан. Слышен стук, рюк, шум. При прокручивании он гудит. Срочно нужна замена подшипника. В этой стиральной машине подшипник двухрядный. Имеет такой внешний вид, стоит недешево, порядка 500 гривен. И нужен вот такой сальник подшипника, а также консистентная смазка. При работе стиральной машины с поломанным подшипником происходит сильный гул. И если не устранить эту поломку, то может поломаться крестовина, а это уже будет стоить дороже. В первую очередь необходимо отключить стиральную машину от системы водоснабжения, канализации и электричества, что я уже сделал. Следующее, что нужно сделать, это открутить два шурупа крепления верхней крышки. После этого сдвигаем крышку назад и вынимаем со своего места. Корпус этой стиральной машинки разбирается на две части, тогда как в прошлых стиральных машинках фирмы Samsung и LG приходилось вынимать барабан с баком через верхнюю часть стиральной машинки. Здесь проще. После этого необходимо взять плоскую отвертку, отогнуть эти две защелки и снять верхнюю часть подачи воды в порошкоприемник. Теперь необходимо открутить верхние два болта с одной стороны, с другой стороны, и также болт снизу, который находится под заглушкой внизу корпуса. Для этого необходимо использовать ключ на 8. Отковыриваем нижнюю заглушку с помощью плоской отвертки и откручиваем болт, который находится внутри. И после этого можно снимать заднюю часть корпуса стиральной машины. На задней части бака видны потеки воды ржавой, которые шли из-под подшипника и сальника. Значит, стопроцентная поломка подшипника сальником. Вот такие лужи. Вода попадала на помпу сливную. Ну хорошо, что она не сгорела. Теперь необходимо отсоединить систему электропитания нагревательного тена, не перепутав затем провода. Фотографируем или запоминаем, как все было подключено. Теперь необходимо отключить электропитание двигателя. Для этого этот хомут необходимо перерезать и просто вынимаем этот разъем, а также заземление. Нажимаем чем-то острым на разъем заземления, и контакт выходит. И вынимаем провод питания. И после этого можно снимать ремень привода со шкива двигателя и барабана. Посмотрим, как крутится шкив. Он очень гудит. Это опасно для машинки. После этого необходимо снять двигатель. Для этого откручиваем два болта спереди и два болта сзади. До задних болтов добраться проблематично, поэтому я использую такой удлинитель.
Теперь снимаем двигатель, немного поддерживаем снизу его и слегка утапливаем внутрь. Вот он снят. После этого необходимо приступить к отсоединению всех водяных патрубков, которые подключены к баку. Откручиваем хомут крепления патрубка подачи порошка. И снимаем. Вынимаем из бака патрубок подачи воды. Он просто составляется. После этого раскручиваем хомут сливного патрубка. И отсоединяем патрубок от бака. И откручиваем от бака стакан прессостата. После этого необходимо снять хомут резинового уплотнителя дверцы. Хомут находится по кругу, он пластмассовый. Необходимо с помощью плоской отвертки поддеть хомут с той стороны, и он раскроется. Этот хомут имеет зубчатую фиксацию и фиксируется в любом положении по мере затягивания и самозатягивается. И после этого заправляем резиновый уплотнитель внутрь. После этого необходимо отсоединить поливочный шланг от корпуса резинового уплотнителя. Здесь есть такой хомут, необходимо снизу его поддеть, и он расстегнется. Раздвигаем, и теперь можно снимать шланг из резинового уплотнителя. После этого необходимо открутить болт шкива барабана с помощью накидной головки на 17. Корпус шкива я зафиксирую с помощью такого деревянного бруска и начну откручивать. Болт имеет такую короткую головку, поэтому постарайтесь ее не слезать. Теперь снимаем шкив, аккуратно его расшатывая, потому что он очень туго сидит. Шкив снимается туго, поэтому я воспользуюсь небольшой фомкой. Начну поддевать со всех сторон, очень нежно, чтобы не проломать пластмассовую часть и не сломать шкив. Здесь все приржавело, поэтому была такая проблема его снимать. Здесь на шкиву есть следы окислов. Очень хорошо все окислилось и прикипело. После этого с помощью головки на 13 откручиваем 3 болта крепления груза стабилизации. И аккуратно его снимаем. Груз стабилизации здесь металлический, что очень удивительно, сейчас все делают из бетона. На следующем этапе необходимо снять амортизаторы с бака. Для этого вынимаем эти клинья, которые с противоположной стороны защелкнуты. Используем гнутые плоскогубцы, сжимаем с той стороны и с этой вынимаем обычными плоскогубцами. Вот такие здесь стоят фиксаторы. Эти фиксаторы похожи на своеобразные стрелы и фиксируются за этот усик. Он нажимается и он демонтируется. После этого необходимо снять пружины, которые удерживают бак. Для этого откручиваем скобу, которая фиксирует пружину, откручивая этот болт головкой на 8. Берем плоскую отвертку, заводим ее в ухо пружины и слегка приподнимаем бак, выводя пружину из своего зацепления. И вынимаем бак из стиральной машины. Вот такой барабан. Это стиральной машины. Впереди
есть также груз стабилизации. В стиральной машине почти ничего не осталось, есть только следы потека и грязь. В сливном патрубке необходимо будет его промыть. Для того, чтобы вынуть из бака барабан, необходимо раскрутить по периметру все болты головкой на 8. Некоторые болты соединения барабана находятся очень глубоко, поэтому я использую двойной удлинитель. Вот болты раскручены, и можно разбирать обе половины бака. После этого попробуем снять барабан со своего бака и вынуть с подшипника. Вынимается легко, здесь все грязно и требует замены. Здесь видно, что сальник уже неисправный, стертый. Необходимо его демонтировать вместе с подшипником. Очищаем по периметру всю грязь и ржавчину. И с помощью отвертки будем его поддевать. Очень аккуратно. Он уже будет идти на замену. Очень туго сидит. Можно здесь сюда потуже. Вот такой здесь сальник. Он уже стал задубевший и требует срочной замены. Вот теперь необходимо снять этот подшипник. Для этого хорошо вытираем посадочные поверхности. Перед тем, как снять старый подшипник, необходимо взять смазку ВД-40. У меня на шприце. И хорошенечко все пролить, чтобы ржавчина откисла и подшипник вышел со своего посадочного места. С помощью специального съемника или круглогубцев снимаем стопорное кольцо с подшипника. Оно очень жесткое и не ржавое, еще послужит. Для выпрессовки подшипника барабана я воспользуюсь автомобильным съемником для подшипников ступицы. С одной стороны подшипника размещаем шайбу, а с другой вторую часть съемника. И затягиваем гайкой. Теперь осталось затянуть хорошо эту гайку, и подшипник должен выйти наружу. Вот подшипник вышел. Он имеет такой расхлябанный вид, подклинивает и уже пойдет на металлолом. Посадочное место подшипника чистое. Я его еще хорошо почищу, смажу и будем запрессовывать новый подшипник. Перед установкой барабана на место я хорошо отмою корпус бака и барабана. Как видите, что невзирая на использование качественных моющих средств, все равно собирается грязь, накипь, которую необходимо периодически отмывать. Как видите, старый и новый подшипник полностью идентичны и одной марки СКФ. Перед запрессовкой необходимо смазать посадочное место подшипника с помощью смазки Литол 24. И также смажем наружную поверхность подшипника. Запрессовывать подшипник я буду все тем же съемником, чтобы не повредить его при запрессовке.
И вот подшипник запрессован, снимаем съемник. Теперь можно вынуть центратор из подшипника. Устанавливаю на место стопорное кольцо подшипника. На следующем этапе я буду использовать водостойкую консистентную смазку, которую нанесу на сальник внутри и снаружи. И будем запрессовывать сальник на свое место. Важно нанести внутрь сальника тоненький слой. И снаружи. Промажем еще посадочное место сальника контрольно. И запрессуем сальник на свое место до упора. Для запрессовки я буду использовать всю ту же шайбу со съемника. Вот сальник на своем месте. Перед установкой барабана в бак необходимо проверить состояние втулки на крестовине, которая взаимодействует с сальником. Она должна быть чистая и не иметь больших ямок и выработки. На втулке есть немного грязи, небольшая выработка, я возьму самую мелкую наждачную бумагу и слегка все почищу и сравняю. Вытираем поверхность муфты от пыли. Она стала идеально чистой и блестящей. Перед установкой на место части бака необходимо смазать эту втулку с помощью все той же консистентной смазки. И одеваем на барабан верхнюю часть бака. Внутреннюю поверхность шкива перед установкой на место необходимо почистить от ржавчины и окислов. На следующем этапе перед сборкой бака необходимо взять санитехнический силикон и хорошо промазать резиновый уплотнитель, потому что временем он проседает и пересыхает. И одеваем верхнюю часть бака. И прикручиваем болты по периметру бака. Теперь проверим, как вращается барабан, не зацепается ли за нагревательный элемент и не шатается. Как видим, работает барабан очень тихо, без люфта, и можно собирать все дальше. После этого приступим к монтажу бака на свои пружины. Для этого я использую такое нехитрое приспособление, сделанное из проволоки. Один мой коллега делал такой же из веревки, но я считаю, что проволока жестче и удобнее. Заводим бак на свое место. Поднимаем пружину и заводим на свое место. Вот таким образом. Теперь проволоку просто вынимаем с пружины и все. Сразу прикручиваем фиксатор пружины, чтобы корпус не играл и будет зафиксирован. И надеваем вторую пружину на свое место. Теперь подсоединяем на свое место амортизаторы. Для этого я эти пальцы слегка смажу литолом, чтобы они легче заходили. Просто вставляем, и он должен защелкнуться до упора. Подводим амортизатор на свое место и заводим на место
фиксации палец. Все очень легко, даже вставляется рукой. Подсоединяем к баку все патрубки, чтобы они сидели плотно, иначе будет протекание. И зажимаем патрубок хомутом. И прикручиваем к баку стакан прессостата. И посадим на место шланг подачи воды. Для большей герметичности я промажу слегка силиконом посадочное место. Так точно не будет никакой протечки. Теперь ставим на свое место двигатель. Заводим его назад и проталкиваем вперед. И затягиваем 4 болта его крепления. И подключаем все электропровода. Провод питания двигателя. Одеваем провод заземления. Один провод заземления одеваем на нагревательный элемент и на корпус бака. Одеваем провода на свое место. Теперь подсоединяем питание датчика температуры. Квадратный разъем. И питание нагревательного элемента. Слева провод двойной, а справа провод одинарный на нагревательном элементе. И прикручиваем на место груз стабилизации. И ставлю на место шкив барабана. И прикручиваем его болтом крепления. Теперь можно проверить, как работает барабан. Крутится без заеданий, тихо, люфта нет. Надеваем на свое место ремень привода. Сначала на шкив двигателя, затем на шкив барабана. И немного прокручиваем, как цепь на велосипеде. И теперь нужно подключить шланг этого оросителя. Для этого одеваем хомут на резиновый патрубок. Затем подсоединяем к нему пластмассовый переходничок и зажимаем хомут плоскогубцами. И заправляем резиновый манжет на свое место. Теперь ставим на свое место пластмассовый хомут. Заводим его сюда и защелкиваем. Так, чтобы он сидел плотно. И ставим на место заднюю крышку. И прикручиваем на место все болты фиксации задней крышки. Прищелкиваем на место заднюю панель и надеваем на место верхнюю крышку. Вот стиральная машина собрана. Можно проверить еще раз, как вращается барабан. Барабан вращается без заеданий и лишнего гула. Вы видели, что старый подшипник уже разбитый, расшатанный, а сальник потерял свою герметичность. Стал жестким и уже
полежал в замене. Вы были на канале Дела мастера боится, смотрели видео о том, как заменить подшипник барабана и сальник на стиральной машине Electrolux EWS 1045. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!